Массированный удар по Киеву во время остановки военной помощи США. Действия Вашингтона могут привести к краху украинской власти. Детали резонансной статьи. Зеленский хочет встречи с Путиным, а Путин ставит ультиматум Трампу. Берлин пытается вмешаться. Секретная сделка с Белым домом. Экстренное решение Москвы. Россия отменяет главный военно-морской парад в Петербурге сразу после убийства подчиненного Путина. Громкое дело. Наручники российских силовиков на гражданах Узбекистана. На фоне конфликта между Баку и Москвой еще один арест. За что и почему? Оранжевый уровень опасности. Чрезвычайные меры в Беларуси. В Минске обратились к гражданам республики. Что произошло? Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Трамп может ударить по России, если его терпение лопнет. Сейчас он просто выжидает и наблюдает. Бывший советник республиканца по нацбезопасности во времена его первого президентского срока Герберт Макмастер в эфире телеканала Fox News, любимого медиа Трампа, заявил, что 47-й президент США сейчас может вести отсчет, а потом пойти против Путина и сделать все настолько внезапно, как было, когда вмешался в войну против Ирана на стороне Израиля, выждав 60 дней. Макмастер также подтвердил, что США хотят прекратить помогать Украине вооружением, поскольку некоторые люди шепчут Трампу, что это проблема не Америки, а Европы. Бывший советник президента уверен, что сейчас Путин поставил на кон все, что мог, а поэтому штатам надо сделать свой шаг силы. Предлагаю послушать. Сейчас самое время занять позицию силы. Кстати, Путин постоянно проявлял неуважение к Трампу, но, думаю, он ошибается, если считает, что может манипулировать Дональдом Трампом. Помните, Трамп поставил Ирану ультиматум 60 дней, и, когда срок истек, он действовал. С Ким Чен Ыном Трамп просто вышел с саммита в Ханое. Он не дает себя обмануть. Думаю, Трамп поймет, что нужно усилить давление на Путина, включая поддержку Украины. Напомню, что за последние несколько месяцев Трамп неоднократно выдавал противоречивые заявления. Он то грозил Москве санкциями, то говорил, что вводить санкции не собирается, так как с Кремлем необходимо поддерживать диалог. Помимо этого, если помните, говорил, что он установил сам себе психологический дедлайн, а также уже несколько раз давал себе 2 недели, чтобы понять, далее цитата, «Водит ли нас Путин за нос?» Конец цитаты. Ответа от Трампа так и не последовало. Почему, как считаете? Украина может потерпеть поражение в войне, а победа России будет означать не недостаток решимости Украины, а слабость Америки. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Мировая пресса по-прежнему уделяет значительное внимание сложившейся в Украине ситуации с остановкой военной помощи со стороны Штатов. Как и прежде, заявляется, что решение было принято после того, как Пентагон обнаружил, что его запасы находятся на крайне низком уровне. Авторы материала также уточняют, что действия США могут привести к краху украинской власти. Украина, измотанная и истощенная, сталкивается с критической нехваткой оружия и солдат. Без немедленного увеличения помощи западные союзники Украины предупреждают, что правительство в Киеве может ждать катастрофический провал. Нанести удар по России с целью краха Кремля призывает Урсула фон дер Ляйен. Она накануне заявила, что доход от замороженных российских активов, а речь в частности шла об 1 миллиарде евро, пошел на оружие, которое Украина будет использовать против России. Глава Еврокомиссии заявила, что сейчас цель ЕС – сердце российской военной экономики. Это была цитата. Мы знаем, что Путин не хочет мира. Поэтому мы должны на него давить, чтобы он сел за стол переговоров. 18-й пакет ударит в самое сердце российской военной экономики. Интересно было услышать от российского министра экономики, что Россия на грани рецессии. Инфляция 10%. Экономика перегрета войной и близка к пределу. Нам нужно усиливать давление, чтобы Путин пошел на переговоры. Второй момент – оборона и защита. До конца года мы поставим 2 миллиона снарядов. На фоне приостановки военной помощи США Украина подписала соглашение с американской компанией SwiftBit о совместном производстве беспилотников. Эта договоренность позволит производить сотни тысяч дронов в год. Зеленский, который накануне побывал в Дании, сообщил, что в рамках соглашения украинские компании получат доступ к передовым американским технологиям, что существенно ускорит и упростит процесс производства. Находясь в Дании, Зеленский передал привет Трампу, говорит, что Европа не сможет справиться и закрыть все дыры
дыры, образовавшиеся в результате остановки военной помощи. Например, не сможет передать Украине ракеты для Патриот. Помимо этого, Зеленский отреагировал на телефонные переговоры Трампа и Путина и заявил, что готов встречаться с Путиным, потому что в России только он принимает решения. Что касается звонка Трампа Путину, я не знаю, есть ли у них общие темы. Это разные люди. Но если говорить об Украине, мы поддержали идею безусловного прекращения огня, которую предложил президент Трамп. Думаю, в России решение принимает только Путин. Поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим мира. А общими темами во время нового телефонного разговора между Путиным и Трампом, о котором упоминал Зеленский, стали обстановка на Ближнем Востоке, российско-американские отношения, а также ситуация в Украине. В Кремле заявили, что Трамп заговорил о прекращении огня. Путин ответил, что идет поиск решения конфликта и отверг требования американского президента. Западные издания пишут, что Путин поставил ультиматум Трампу: Россия не отступит. Он также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс. Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранение всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится. Интересно, но Трамп в первые часы после переговоров с Путиным никак не комментировал их. Когда Кремль опубликовал информацию о беседе между Москвой и Вашингтоном, американский президент писал о том, что его администрация вернула американцам прежние и доступные цены на яйца в стране. А уже спустя 6 часов Трамп вышел к микрофону и сказал лишь короткую фразу: он недоволен. Кроме того, добавил, что США поставляют оружие Украине, но и заботятся о своих запасах. У нас был разговор. Мы говорили о многих вещах, включая Иран. Еще мы говорили о войне с Украиной. И я недоволен. Сегодня у нас не было никакого прогресса. Параллельно с разговором Трампа и Путина, который длился час, в Украине заявляли об ударах баллистикой, а также о налете ударных БПЛА, что нетипично. Стаи беспилотников начали атаковать Киев не ночью или под утро, как ранее, а еще до захода солнца. Мониторинговые каналы сообщали о 300 беспилотниках и массированном ударе. Украинские медиа писали о разрушительных последствиях и падении обломков. Уже за полночь Россия подняла в небо авиацию, в частности, как минимум 2 МиГ-31К, носители кинжалов, и ударила такими ракетами по Киеву. В сложившейся ситуации на помощь Украине собирается прийти Германия. Мерц хочет заключить с Трампом тайную сделку по оружию для ВСУ, пишет немецкий Bild. Издание уточняет, что Берлин собирается решить вопрос с поставками ракет Патриот, которые нужны Киеву для отражения массированных обстрелов. Как стало известно Bild, в правительстве Германии сейчас лихорадочно работают над экстренным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны и достаточным количеством ракет. По информации Bild, Берлин ожидает подтверждения от министра обороны США Пита Хексета на поставку 2 систем «Патриот», которые Германия готова профинансировать для Украины. Это подтвердили источники в правительственных кругах. Сможет ли Берлин заключить эту сделку? Что думаете о частоте переговоров между Трампом и Путиным и заявлении Путина о том, что Россия не отступит от своих целей? Как вы воспринимаете эти слова? Оставьте свои комментарии. И, как и ранее, друзья и зрители, попрошу вас подписаться тех, кто еще не подписан на канал «Время Прядко» в YouTube. А вас таких много, я знаю. Кроме того, поставьте лайк. Это важно для меня, канала и алгоритмов YouTube. Спасибо всем, кому не тяжело сделать несколько кликов. А я продолжаю. Экстренное решение Москвы. Россия отменяет главный военно-морской парад, который ежегодно 27 июля проводится в Санкт-Петербурге, пишет российская Фонтанка. Отменен не только выход кораблей на Неву и кронштадтский рейд, но и тренировки пеших расчетов, а также авиационная часть шоу. Причина – меры безопасности, уточняют Росмедиа. В программе грандиозного празднования осталось только 2 пункта – возложение венков с участием чиновников и концерт.
Главный военно-морской парад в Петербурге впервые провели в 2017 году в связи с 320-летием основания ВМФ России. Каждый год в нем участвовал Путин. Но на этот раз новость в СМИ об отмене мероприятия прилетела буквально через несколько часов после того, как стало официально известно о том, что под Курском был убит подчиненный Путина, замглавкома военно-морского флота РФ Гудков, которого Путин назначил на эту должность лишь 3 месяца назад. В ведомстве Белоусова уточнили, что Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Украинские СМИ сообщают, что российского генерала ликвидировали. Z-военкоры писали о том, что он погиб вместе с 10 офицерами в результате удара хаймерсами по командному пункту в районе поселка Коренево, рядом с российско-украинской границей. А это кадры уже из Луганска, с улицы Тараса Шевченко, где, как утверждает Ростелеграм-каналы, женщина-смертница подорвала себя и Манолиса Пилавова, который на протяжении 9 лет был назначенным Россией мэром города. При этом украинские СМИ пишут, что операцию организовала СБУ. Он погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства. В 2015 году СБУ объявила Пилавова в розыск за действия по насильственному изменению или свержению конституционного строя, захвату государственной власти. В 2022 году Украина ввела против Пилавова санкции. Взрыв прогремел недалеко от музея, где проходило открытие выставки о курской спецоперации РФ под названием «Поток», когда россияне пробрались по газовой трубе магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород в тыл украинских военных. Бывший глава Луганска ЛНР Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города. Следователи квалифицировали взрыв как теракт. По предварительным данным, взрыв устроила женщина-смертница, заявили в оперативных службах. В Украине также обсуждают существенные боевые потери. ВСУ потеряли все руководство 110-й механизированной бригады. В результате ракетного удара России по Гуляйполю погибли командир 110-й бригады Сергей Захаревич, начальник штаба этой бригады Валерий Мирзаев и заместитель комбрига Дмитрий Романюк. Смерть военных подтвердили сослуживцы и волонтеры. Очень талантливый логист. В 2022-2023 годах они осуществляли сногсшибательные вещи, которые помогали 110-й бригаде так долго держаться в Авдеевке. Несмотря на молодость, побратимы уважительно называли его Викторович. Он успел сделать очень много для легендарной 110-й бригады. По словам Зеленского, удар России по Гуляйполю расследуется, выясняются все обстоятельства этой атаки. В Литве впервые аннулировали ВНЖ россиянину, который слишком часто ездил в Россию и Беларусь. Мужчина катался туда-назад без объективных причин, заявили в литовском департаменте миграции. Это вызвало подозрение, ведь, напомню, в начале мая в стране вступила в силу норма закона, к слову, это часть антироссийских санкций Вильнюса, запрещающая гражданам России без объективных причин ездить в Россию или Беларусь чаще 1 раза в 3 месяца. Исключение может быть, если человек отправляется в командировку, либо же посещает Россию, Беларусь с целью международных переговоров или гуманитарной миссии. Это первый случай, однако не последний. Под подозрением еще 34 россиянина, их могут также лишить литовского ВНЖ в ближайшее время. Это была цитата. Департамент миграции выясняет обстоятельства этих поездок и ждет объяснения от самих граждан России, нарушивших закон. Наручники российских силовиков на гражданах Узбекистана. На фоне конфликта между Азербайджаном и Россией в Санкт-Петербурге за решетку отправили еще и представителя Узбекистана. Уверяют, повод был. 19-летний парень Джавахир Сагдулаев решил устроить пляски с пистолетом в культурной столице. Правда, пистолет оказался игрушечным. Тем не менее, в России решили отправить узбекистанца на 5 месяцев в тюрьму. Это видео еще в марте снял один из прохожих. Видно, как парень танцует лезгинку, а потом достает из-за пояса то самое ненастоящее оружие. Суд расценил танец как психологическое воздействие на других и нарушение общественного спокойствия. Сагдулаев признал вину, раскаялся в содеянном, сообщили российские правоохранители. Но поскольку Сагдулаев уже отсидел этот срок в СИЗО, его отпустили. После ударов США ядерные мощности Ирана смогут восстановиться не ранее, чем через 2 года. Об этом в комментарии ABC News заявил представитель Пентагона Шон Парнелл. Издание называет такие прогнозы очень оптимистичными, поскольку по версии МАГАТЭ Тегеран может снова взяться за обогащение урана уже через пару месяцев. Парнелл утверждает, позиция администрации Трампа остается прежней, ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Удар США также оказал психологическое воздействие
поскольку в нем использовались бомбардировщики, способные лететь без посадок почти 37 часов. Кроме того, были уничтожены физические объекты, где Иран производил обогащенный уран. Это не только уран или центрифуги. Мы уничтожили компоненты, необходимые для создания бомбы. Жарко, как после взрыва бомбы в Беларуси. В республике одна из главных тем – жара, которая теперь плавит не только страны ЕС. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Возможен огненный ветер. Причина – аномальная температура. В Белгидромете прогнозируют повышение температуры до 35 градусов Цельсия. На западе страны ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, а значит риск пожаров увеличивается. Государственная лесная охрана Беларуси перешла на усиленный режим работы, сообщает Министерство лесного хозяйства. Синоптики предупреждают, пик жары приходится на время с 12 до 16 часов. В эти 4 часа лучше не находиться под прямыми солнечными лучами. Друзья, на этом все. Хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Оставляйте также свои комментарии под этим видео. И я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.